Добрый день, уважаемые зрители, меня зовут Оксана, я биолог, и я хотела бы записать сегодня видео на тему эволюции взаимоотношений, партнерских взаимоотношений нашего вида. Это видео уже существует на моем канале с подобной тематикой, но я решила перезаписать его из-за недостаточного качества записи, и кроме того, мы кое-что добавим, кое-что убавим, в общем, попытаемся раскрыть тему немного по-новому. Тема, на мой взгляд, очень актуальная для каждого из нас, и очень часто люди сталкиваются с проблемами, связанными в сфере межличностных отношений. Собственно, это основная, наверное, причина, по которой люди обращаются к психологам и пытаются найти какие-то причины своих проблем, в психологической сфере, хотя на самом деле, возможно, сегодня вы поймете, что многие проблемы, которые возникают, стоит искать гораздо глубже в нашей природе, нашей организации, и психология не всегда может дать на них удовлетворительные ответы. Кроме того, сама функция размножения и партнерские отношения, которые ее обеспечивают, это, собственно, и есть та основная цель, миссия нашего существования, с которой мы, собственно, существуем как биологические объекты. По сути, с биологической точки зрения ценность жизни каждого индивида, она сводится к тому, чтобы он стал звеном в продолжении, поддержании вида. И вот именно с этой целью у разнополых организмов существуют партнерские взаимоотношения, существует половое размножение с целью продолжения вида, обеспечения подобия организмов в ряду поколений, и поддержание нашего генофонда. Хотим мы этого или не хотим, тем не менее мы должны осознавать то, что на самом деле все наше сложное поведение и наши сложные переживания, которые существуют у нас вокруг партнерских взаимоотношений, они служат одной цели – это поддержанию нашего вида. И каким образом уже это происходит, как это сформировано в процессе эволюции, мы и попытаемся понять в течение сегодняшнего видео. Итак, для начала, говоря о стратегиях размножения организмов, стоит упомянуть такие понятия, как полигамная и моногамная стратегия размножения, которые существуют в природе у других разнополых организмов. Итак, полигамное размножение предполагает вступление в половую связь с любым представителем собственного вида, который подходит по полу, с которым совпадает период размножения, и, в общем-то, вот такая вот серийная связь со случайными особями своего вида, которая не предполагает наличие какого-либо специфического персонализированного выбора и каких-то длительных отношений, она называется полигамной стратегией. Вторая противоположная ей стратегия – это моногамная стратегия, при которой длительный брачный союз и существует так в течение какого-то продолжительного времени, иногда на всю жизнь. Моно значит один партнер, которого мы выбрали на основании каких-то своих предпочтений, он с нами всю жизнь. И такие стратегии встречаются у некоторых видов. В частности, они хорошо описаны для мышей и полевок. Это такой классический объект исследования моногамных отношений. У них очень прочные пары, которые создаются на всю жизнь. Также он характерен для волков, лебедей, и некоторых других видов животных. Следует сказать, что моногамия менее распространена в природе, чем полигамия. Итак, то, что касается нашего вида, то, что касается человека. Вид взаимоотношений людей описывают как серийную или сериальную моногамию. И, кроме того, добавляют к этому социальное. Давайте разберемся последовательно с каждым из понятий, и что оно в данном случае подразумевает. Итак, моногамия, как мы сказали, это выбор одного партнера. Серийная моногамия предполагает, что таких партнеров может быть уже не один, а целая серия. То есть мы склонны вступать в отношения с одним партнером, формировать с ним относительно устойчивые длительные отношения, но на определенный период времени. То есть они могут когда-то закончиться, и мы можем вступить в отношения со следующим брачным партнером. Собственно, это мы и можем наблюдать в повседневной жизни. Действительно, у человека нет каких-либо биологических ограничителей строгих на вступление в следующую брачную связь. И на самом деле, если вам кажется, что их нет ни у кого, это не так, потому что существуют виды, у которых есть биологические ограничители, гормональные, рецепторные, которые запрещают, которые делают невозможным измену, вступление в другие отношения, то есть
те виды, у которых действительно пары создаются на всю жизнь. И еще один аспект этих отношений, как мы сказали, это социальная моногамия. Социальность предполагает вот как раз то, что мы сейчас сказали, то, что эти отношения, они ограничены как раз-таки социальными нормами и традициями, которые приняты в обществе. То есть это поведенческое ограничение, ограничение, которое налагается на выбор нового партнера, оно не носит какой-то там анатомический характер, да, то, что мы не можем после вступления в брак вступить в отношения с каким-то другим партнером. Оно не является каким-то химическим, биологическим, гормональным, оно является именно поведенческим, то есть так принято в обществе, в социуме, в стае, и мы, скажем так, наследуем эту стратегию поведения, хотя она, конечно, обусловлена и гормонально, как именно мы поговорим немного позже. Итак, давайте немножечко вникнем в эволюционные истоки возникновения вот такой вот формы отношений. Итак, мы с вами, как известно, принадлежим к числу приматов. Среди приматов существуют различные формы отношений, в том числе подобные нашим, да, когда пары создаются на какой-то продолжительный период времени. Также существуют разные варианты гаремных отношений, когда существует один самец, у которого есть несколько самок, да, или когда несколько самок выбирают себе, скажем так, из всех самцов, тех, которые им больше нравятся. Ну, в общем-то, самые разные формы отношений на самом деле существуют у приматов. Наша особенность вот такого вот развития, она связана с тем, что моногамия, серийная моногамия, она помогла нам создать вот такую вот социальную структуру, которая есть сегодня. И, возможно, триггером к этому стал, таким вот пусковым сигналом, стало как раз-таки такое биологическое событие, как увеличение мозга. Увеличение мозга у нашего вида произошло довольно быстро в процессе эволюции, то есть это был скачкообразный рост. Произошел он, естественно, из-за мутации, как происходит большинство эволюционных изменений, и вот скорее всего, мутация, которая нарушила деление клеток, точнее, нарушила ограничение деления, и наш мозг увеличился моментно практически в 2 раза по числу нейронов, да, потому что произошло еще одно вот такое вот в геометрической прогрессии увеличение числа нейронов. Итак, наш мозг увеличился, в соответствии с этим как бы факторы, которые способствовали закреплению этому, были самые различные. Предполагается, что основными из них были внешние факторы. Это, во-первых, вымирание конкурентной фауны и хищной, связанные с изменением климатических условий. Во-вторых, это особенности нашего питания, да, то, что нам стало доступно больше белковой пищи, обработанной белковой пищи. И еще, то есть мы смогли обслуживать такой сложный мозг. И еще один фактор такой серьезной эволюции, который выделяют, влияющий на закрепление вот этой вот потребности в большом мозге, это социальные отношения. Но, как мы видим, все эти факторы, они действуют вместе, и сложно сказать, какой из них ведущий, но однозначно появление большого мозга, оно стало эволюционным преимуществом, и благодаря этому мы смогли освоить, скажем так, больше возможностей в окружающей среде, эффективнее выживать, эффективнее размножаться. И это имело, конечно, свои отрицательные последствия. Непосредственным следствием увеличения мозга является увеличение черепа. Увеличение черепа, соответственно, когда ребенок рождается, то есть должен быть больше таз матери, который родит, да, через который этот ребенок рождается на свет. Увеличение таза, оно, опять-таки, возможно до определенных пределов, да, особенно при прямохождении. В связи с этим возникает такой факт, да, такое эволюционное приспособление, как раннее рождение. В сравнении с детенышами близких нам видов мы рождаемся достаточно такими недоразвитыми, недоношенными, да, то есть у человека достаточно раннее рождение, и вообще мы такие достаточно неотонические, достаточно вообще похожи на людей, даже на детенышей приматов, даже во взрослом состоянии. И вот это вот более раннее рождение, оно обуславливает то, что ребенок является более беспомощным, более, скажем так, он рождается недоношенным, и он нуждается в более длительном уходе, у него увеличивается период детства, у него увеличиваются потребности матери в
заботе об этом ребенке. И, соответственно, ей нужна помощь. У нее, скажем так, есть помощь каких-то, возможно, членов стаи, но этого недостаточно, потому что никто не будет на самом-то деле беспокоиться о чужом ребенке, да, потому что внутривидовая конкуренция, она достаточно жесткая, она более жесткая даже, чем межвидовая. Обычно у большинства видов так происходит. И в связи с этим достаточно эволюционно выгодной стратегией было бы привлечь самца к заботе о потомстве. О потомстве. Это его непосредственные дети, да, то есть его гены. И поэтому это достаточно целесообразная такая стратегия. И забота о детенышах у самцов встречается достаточно в большом количестве видов. То есть это распространенное в природе явление. И что, скажем так, появляется для того, чтобы связать самца и самку на какой-то длительный период времени, чтобы сформировать у них какую-то вот эту вот семейную связь. У самок возникает постепенно в процессе эволюции скрытая овуляция, потому что у большинства видов овуляция, наоборот, ярко рекламируется сам. Будет вот это вот выделение пахучих веществ огромного количества, у некоторых из них там набухают половые органы. В общем, они всячески привлекают самцов и рекламируют им это состояние для того, чтобы, соответственно, наиболее эффективно размножиться. И особенно у полигамных видов никакой проблемы не возникает. В общем-то, среди самцов существует, наоборот, конкуренция, да, происходят турниры за возможность креститься с данной вот рецептивной, это называется самка, то есть способная к оплодотворению. У человека все происходит ровно наоборот. Овуляция смещается примерно на середину менструального цикла, и самец не может угадать никаким образом, когда самка является рецептивной, и это приводит к тому, что партнеры постепенно начинают существовать вместе, то есть партнеры формируют такие вот длительные пары для того, чтобы обеспечить максимальную возможность зачатия, они должны находиться рядом длительный период, и потому что, скажем так, самцу выгодно знать, где его самка и где его детеныш, да, если это будет промискуитет, то есть если вступление в половую связь будет хаотичным внутри стаи, самец никогда не сможет отследить, где его ребенок, и это будет плохо, потому что он не сможет, значит, так быть уверенным, что его гены получили продолжение, да, все-таки у нас есть потребности, которые мы должны таким образом, вот, скажем, удовлетворять. Никто не хочет ухаживать за чужими детьми. И таким образом вот это вот длительное существование совместное, оно и необходимость постоянно вступать в половую связь для того, чтобы обеспечить какую-то вероятность зачатия, да, они приводят к тому, что формируются пары. Вступление в вот эту вот семейную жизнь, скажем, в партнерские отношения у нас формируется соответствующий гормональный фон, соответствующие гормональные привязки. Смотрите, на самом деле это вообще общий такой момент, который нужно знать о своей природе в принципе. Наш организм, скажем так, несмотря на то, что у нас достаточно развитый мозг, да, у нас развитая лобная кора, которая может подавлять в значительной степени наши природные потребности и позывы, все равно весь наш мозг и поведение зарегулировано таким образом, что для осуществления любого длительного времени, какого-то действия в течение длительного времени нам нужна мотивация. И вот эта вот мотивация в том числе нужна и в половой сфере, в сфере отношений. То есть если у человека, или мы уже не говорим об остальных животных, даже у человека нет какой-либо внутренней эмоциональной мотивации в течение длительного времени, он не будет выполнять какое-либо действие. И вот в процессе эволюции у нас возникает такое вот новообразование, нововведение в виде такой вот партнерской привязанности. Давайте теперь немного поговорим о том, какие существуют в принципе этапы, да, в отношениях между полами, для того, чтобы немного лучше понимать, вот как это работают устроены и в каком примерно временном масштабе. Итак, изначально половое поведение, оно мотивируется половыми гормонами, то есть это так называемое влечение, половая потребность, которая в норме присутствует у всех представителей вида и которая приводит к такому поисковому поведению, то что человек, он, вступая в период
половой зрелости, и наблюдая за другими членами своей стаи, тем, как они, собственно, живут, он приходит к тому, что ему необходимы поиски полового партнера. То есть у него есть такой внутренний позыв, он обеспечивается половыми гормонами, тестостероном и эстрогенами. Это вот первый такой этап, поисковый этап полового поведения. Следующий этап происходит уже, когда партнеры встречаются, скажем так, это такой более адресный, персонализированный этап, на котором партнеры встречают друг друга, и у них возникает уже персонализированная симпатия друг к другу, да, не к каждому, не к любому члену стаи. Как оказывается, возникает вот такое вот влечение, это следующий вот этап влюбленности. Не к любому существует множество теорий, в том числе теория Хелен Фишер, о которой я говорила, она вот единственная, кстати говоря, такая научная, какая-то описательная и популяризированная в прессе, да, вот теория гормональных типов, которая нам рассказывает о том, как люди выбирают, скажем так, на основании биологических данных свои предпочтения. Посмотрите, пожалуйста, видео на канале, оно достаточно доступно, по-моему, неплохо описано. В общем-то, у нас есть разные виды предпочтений партнеров. Кроме того, скажем так, основным, известным на сегодня для науки способом такого определения индивидуальных предпочтений является выбор партнера по феромонам, которые связаны с главным комплексом гистосовместимости. Было выяснено путем молекулярно-генетических исследований, что люди, которые привлекают друг друга, которые являются сексуально привлекательными, они имеют наибольшее разнообразие антигенов в своей иммунной системе, в комплексе, который отвечает за тканевую совместимость, и это объясняют таким образом, что цель такого механизма – это обеспечить максимальную иммунологическую, скажем так, компетентность, возможность формировать максимально широкий иммунитет у детей, да, то есть максимально, потому что иммунитет у нас формируется именно на основании того потенциала, который нам заложен. И вот такая вот, казалось бы, вещь поведенческая, чисто как сексуальное влечение, она обуславливает такие вот глубокие механизмы, как иммунитет ребенка. Это лишь немногое наверняка из того, что на самом деле существует, что нам удалось узнать. Итак, это вторая фаза отношений, она обеспечивается гормонами такими мотивации, интереса, как дофамин, адреналин, норадреналин и серотонин тоже, гормон системы удовлетворения. В это время вот происходят такие очень бурные эмоции. Они обеспечивают концентрацию на своем партнере, скажем так, определенную фиксацию, аддикцию, да, вот очень вот это вот период дофаминового, адреналинового обеспечивает мотивацию к тому, чтобы быть партнером. Серотонин в это время, он колеблется, и вот падение уровня серотонина, оно обеспечивает такую вот привязку, аддикцию от партнера, то есть то, что мы не можем думать ни о ком другом, и в то же время обратной стороной вот этого вот действия этих гормонов является несчастная любовь, да, когда по каким-то причинам мы не можем быть вместе с нашим партнером, у нас формируется такая же точно зависимость, аддикция, как при лишении какого-то химического вещества, от которого мы зависимы, и при сканировании мозга влюбленного человека видна такая же активность дофаминовой системы, которая видна при употреблении наркотиков, да, у наркозависимых, поэтому я уже неоднократно говорила, то, что действительно эти механизмы очень похожи на своем глубинном уровне, они обеспечивают такую вот мотивацию к тому, чтобы находиться рядом с партнером, который нам подходит. И этот период может длиться несколько месяцев, и после этого он постепенно сменяется периодом привязанности. Вот это вот, возможно, то самое нововведение, да, вот наше недавнее эволюционное, именно вот среди приматов, которое дает нам возможность длительно существовать вместе для вот этого вот выращивания детеныша. Этот период, он обеспечивается повышением активности таких выделения гормонов, как окситоцин, гормон привязанности. И заметьте, что вот это вот отношения, вот эта вот активность, партнерская привязанность, она обеспечивается теми же гормонами, которыми обеспечивается детско-родительское поведение, то есть эволюционно. Эта партнерская привязанность, она вот возникает из детско-родительских отношений, и мы можем сделать вывод, что она обладает некоторыми признаками, да, этой привязанности, то есть это такое вот желание заботиться, опекать, особое отношение
выделение, то есть такое вот более уже нежные чувства в сравнении с теми бурными и такими вот экстремальными чувствами, которые в период влюбленности происходят. И также постепенно начинает повышаться вазопрессин. Вазопрессин, он обеспечивает такое тоже социальное взаимодействие и поддерживает такую вот избирательность отношений, скажем так, более агрессивное отношение по отношению к чужакам или другим объектам и более лояльное по отношению к своим партнерам и детям. Ну и, соответственно, мы понимаем, почему происходит этот гормональный переход, потому что уже через несколько месяцев взаимодействия предполагается, что наступила беременность, и партнерам необходимо готовиться к заботе о потомстве. Самцу, соответственно, к тому, чтобы защищать самку, к тому, чтобы добывать там больше ресурсов, потому что она не способна становиться к добыванию пищи. И вот таким вот образом, соответственно, происходит постепенный вот этот вот гормональная перестройка. То же самое происходит и у нас сегодня, да, эти механизмы, они никуда не делись в наше время, поскольку мы не настолько быстро, скажем так, прошло очень много времени за время существования цивилизации, наш мозг настолько, вообще организм настолько быстро эволюционно не меняется, как идет прогресс, поэтому, соответственно, у нас работают все те же самые механизмы. Итак, давайте еще скажем несколько слов по поводу того, как происходит немного, как устроен половой отбор у человека, да, по крайней мере, то, что об этом известно, потому что половой отбор, он является одним из самых мощных факторов эволюции, на самом деле он является абсолютно равноценным участником, скажем так, формирования вида, наряду с естественным отбором, борьбой за существование, выживанием самых приспособленных и так далее, потому что на самом деле существуют механизмы, по которым самки, или же, скажем так, вид, который вкладывает больший биологический вклад в потомство, он отбирает представителей противоположного пола для себя. И вот у человека, как и у большинства, как у млекопитающих, да, в принципе, как и у многих других позвоночных животных, это женский пол, поскольку яйцеклетки, они содержат зачастую больший объем питательных веществ, самки вынашивают детенышей, и, соответственно, уже вот тот вид, в который вкладывают больше в потомство, он уже делает, скажем так, свой взнос, и поэтому он выбирает среди противоположного пола, который является более изменчивым, который обеспечивает вот эту вот вариативность, и, соответственно, самки у человека, женщины выбирают мужчин. И каким образом это происходит? Возникают, скажем так, какие-либо признаки, да, которые являются более или менее предпочтительными в тот или другой период времени, в тот или другой популяции. Скажем, что на самом-то деле признаки, по которым идет половой отбор, они могут меняться в течение тех или других таких вот эпох, да, исторических, имеется в виду в масштабах развития всего вида, и в принципе, основной основной фактор отбора, на который шел отбор в начале нашей эволюции, наших видов, это была сниженная агрессивность и повышенная заботливость. То, что мы уже сказали, у самцов имеется в виду, поскольку критически необходимой для выживания вида была вот эта вот партнерская поддержка, отцовская забота, в связи с этим самки предпочитали более заботливых отцов. Более заботливые самцы были менее агрессивными. Так работают сами половые гормоны, да, таким образом устроены, что самки постепенно ввели отбор на таких вот более лояльных самцов с менее выраженными агрессивными маскулинными признаками, и если вот посмотреть на человеческий вид, посмотреть, охарактеризовать нас как биологический вид, мы являемся менее агрессивными, чем представители других похожих видов, чем представители видов приматов, некоторых видов приматов. Поэтому, собственно, это отражено в нашем внешнем облике. У нас отсутствуют какие-либо орудия убийства, у нас отсутствует яркий половой диморфизм. Это признак отсутствия турниров, потому что половой диморфизм, то есть отличие самцов и самок, он часто связан именно с тем, что среди самцов идет жесткая конкуренция и идет соревнование за самок, происходят так называемые турниры. Бывают другие варианты полового диморфизма, когда существуют спермовые войны, да, среди самцов идут, и тогда у них увеличивается
половые органы, увеличивается мошонка, то следует сказать о значении, да, вот этого вот полового отбора в связи с такое вот снижением агрессивности самцов и появлением партнерского брака, из таких вот семейных отношений появляется возможность чаще рожать детенышей. И это проявляется в том, что самка способна к зачатию рецептивно. Женщина-самка, да, видите, что я эти понятия взаимозаменяемые использую. Так вот, женщина способна к зачатию сразу же, практически сразу после того, как она родила ребенка. У нее останавливаются менструации в течение там ближайших нескольких месяцев, и это такое вот тоже необычное явление, потому что у приватов, например, у шимпанзе, у них самка способна к зачатию спустя 2 года после того, как она родила ребенка, детеныша. Понимаете уже, да, какое значение получает? То есть сразу у нас есть такая возможность, значит, для нас это, скажем так, было нормально в процессе эволюции. Нет ничего, что, скажем так, лишнего, что не использовалось бы в процессе существования вида. И еще одним следствием вот таких вот партнерских отношений и снижения агрессии у самцов является появление семейных таких вот семейных групп, когда одна нуклеарная семья, то есть мать и отец, они могут существовать вместе с другими представителями своего вида, другими семьями. И опять-таки сниженная агрессивность самцов, она этому способствует. То есть то, что на одной территории, буквально ареале, который должна занимать территориально одна семья, могут сосуществовать несколько семей. И это вот является следствием того, что снижается конкуренция за самок и повышается вот такая вот внутривидовая кооперация. И опять-таки эта внутривидовая кооперация приводит к тому, что увеличивается вот социальная группа. И вот эта вот социальная группа, которая, собственно, представляет уже такой микросоциум, она может уже совместно, соответственно, работать. Они могут выполнять какие-то совместные действия, развивать какие-то, скажем так, совместно охотиться, совместно что-то строить, развивать какие-то такие вот технологии, да, и сначала там более примитивные какие-то, но все-таки которых не было раньше, и постепенно их развивать. Вот такие вот возможные последствия вот этого вот полового отбора и появления такой серийной, но все-таки моногамии у человека. Давайте скажем о том, какие существуют вариации внутри вида, да, потому что мы сказали о том, что действительно вид достаточно разнообразен, достаточно сложно устроен, и поэтому внутри существуют разные стратегии, эволюционные различные стратегии, эволюционно закрепленные поведенческие стратегии. Если мы касаемся самок, то на самом деле у самок этот механизм достаточно законсервирован, да, потому что вот период, скажем так, зачатия до периода выращивания, до того, как ребенок станет более-менее самостоятельным, ребенок или даже несколько детей, если самка, женщина рожает несколько детенышей подряд, она, в общем-то, достаточно привязана к вот этой вот своей социальной роли. В то время как самец, хотя он и связан, да, вот каким-то образом, как мы сказали, формально, гормонально, социально, с данной семьей, все-таки у него есть больше возможностей для подвижности. И, как мы сказали, кроме того, еще один такой важный фактор, как самцы обеспечивают разнообразие внутри вида. Поэтому, собственно, как морфологическое, так и поведенческое разнообразие самцов, оно более широкое, чем у самок. И существуют такие современные исследования, которые показывают, что действительно у людей существуют разные стратегии в отношении брачного поведения. Они связаны с их, скажем так, типологическими, психологическими особенностями. В частности, исследования вот лаборатории Николаса Хольцмана из Вашингтонского университета, они вот занимаются как раз-таки процессами изучение того, как представители различных так называемых психотипов, да, или типов, ну, таких поведенческих типов, они ведут себя в том числе, ну, то есть какие они имеют проявления, в том числе, как они ведут себя в брачных отношениях. Так вот, показано, что достоверно выше значение вступления в браки и значительно меньше длительность браков для представителей
психопатического и нарциссического психотипов, да, вот типажей. Соответственно, эти люди склонны, если мы говорим о психопатах, то не склонны к разовому вступлению в брачные отношения, и, соответственно, у них отсутствует забота о потомстве. И нарциссический тип, они склонны к таким вот коротким романам, которые включают вот этот период влюбленности. И дальше уже они, скажем так, после того, как у них заканчивается этот дофаминово-эндорфиновый этот период, у них не формируется дальше партнерская связь. То есть мы можем сказать, что психопатический тип, они руководствуются только половыми гормонами, только половым влечением. Нарциссический тип, он характеризуется периодом влюбленности, вот этим вот дофаминово-эндорфиновым периодом. И поэтому длительность отношений у них составляет обычно несколько месяцев. И после этого у них, опять-таки, ни у тех, ни у других не формируется привязанность, и они вступают в следующие отношения. Вот такая вот особенность брачной стратегии, тоже, казалось бы, один вид, но тем не менее это повторяется для большинства представителей типа. Большинство других психотипов, они обладают вот тем самым средним значением длительности брака и средним числом браков в длительностью в несколько лет. И вот в отдельную группу выделяются представители шизоидного психотипа, для которых характерна крайне, скажем так, для которых характерна отрицательная корреляция вообще с вступлением в брак. То есть они не склонны вступать в брак, не склонны формировать партнерские отношения, а если они в них вступают, то они принимают ту стратегию, которую, скажем так, навязывает, которую имеет их партнер. То есть у них нет своей собственной какой-то тенденции, не склонны вообще к формированию социальных отношений. Ну, мы это хорошо знаем о том, что действительно шизоидный психотип, он характеризуется такой вот отрицательной социальной компетентностью, да, социальной комплементарностью. Вот таким вот образом. То есть существуют даже вот такие вот исследования, то есть мы понимаем то, что наш вид, он действительно достаточно гетерогенный, достаточно разнообразный. Стоит еще сказать, наверное, в дополнение этого пункта, то, что социопатический или психопатический, нарциссический типы – это преимущественно мужские типы, да, ну, как это, об этом принято говорить, и действительно подавляющее большинство мужчин, они действительно вот имеют подобные стратегии данных типов, в то время как у женщин, как мы знаем, для них характерны больше зависимые и пограничные расстройства личности в клинической популяции, соответственно, зависимые и пограничные такие вот психотипы, да, в такой субклинической, то есть признаки данных расстройств, это циклотимия и подобное, то есть это более женские черты, и они, соответственно, связаны действительно больше с такой крайне экстремальной привязанностью, как раз-таки для того, чтобы обеспечить, вероятно, да, эволюционно, для того, чтобы обеспечить вот это вот вступление в отношения все-таки с теми мужчинами, с которыми существует сомнение в том, что их удастся продлить, и в дальнейшей мотивации заботы о потомстве. У них существует такая вот мощная гормональная привязка. И есть на самом деле достаточно такие убедительные социальные исследования, эпидемиологические, да, то есть на выборках, которые показывают то, что представители вот таких вот противоположных типов, они притягивают друг друга. Это, кстати говоря, тоже отражено в той же системе Хелен Фишер, когда она показывает взаимодействие тестостеронового типа с окситоциновым. И мы еще обязательно поговорим о том, как же женщины и мужчины выбирают партнера по внешним признакам. Ну, это уже тема отдельного видео, мы об этом поговорим в дальнейшем, но мы обязательно это обсудим, то, какие они существуют. Существуют объективные критерии, по которым мы действительно подсознательно выбираем наших партнеров, помимо того, что мы сказали, помимо главных комплексов гистосовместимости, психологии, существуют еще такие универсальные внешние предикторы. В общем, на этом, друзья, наверное, будем заканчивать. Видео достаточно долгое. Спасибо вам большое за внимание. Всего хорошего.